И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами закончили на сражении, которое мы, к сожалению, не смогли выиграть, но сейчас мы сыграем его снова. И я надеюсь, что в этот раз нам повезет больше. Поэтому мы будем действовать следующим образом. Так, во-первых, Зоти у нас будет с арбалетом. Вот. Эти двое идут вперед. Так, теперь Алот кастует стену пламени. Вот так вот. Или давайте ее немножко переместим. Вот так вот я бы сказал. Да? Вот так вот. Так. Вот здесь мы начинаем блокировать. Здесь попробуем тоже заблокировать. Так, Алот. Алот начнет кастовать фаерболы, возможно. Зотя. Столб. Вот сюда. Так, Алот, ты куда там понесся? Так, здесь мы используем второе дыхание. Так, вот здесь нас уже не очень радует ситуация. Поэтому мы идем сюда раз. Мы идем сюда два. Алот у нас остается здесь и кастует на себя... Ага, он не кастует уже на себя ничего, к сожалению. Алот отступает. Так, раз. Хотя нет, давай-ка сначала добьем этого. Только сначала мы прекратим со стеной прятаться. Отлично. Так, Алот уходит у нас.
Этот тоже уходит. Это... Так, у нас остался один скульберок. И мы все дружненько его убиваем. Ну, как видите, тактика здесь у нас, в принципе, рулит. Единственное, что жалко, что мы тут не спасли какую-то Куси, или кто она такая. Ухо скульптора. Ну, короче, здесь такие материалы простые. Вот. Куси. Клинок Грифона. Меч одноручная. Воющий клинок. Шанс ошеломить цели ближайших противников при критическом попадании. Верный спутник. Дает верный спутник. Дух Грифона вселяет в ваш отряд смелость. Когда персонаж оказывается в крови, он сам и ближайшие союзники получают вдохновление устремленности. Этот бронзовый меч выковал не великий кузнец, но скромный ремесленник. Один лорд отправил его юной мастерице, достигшей определенных высот в гравировке и инкрустации, с заказом на медную крестовину яблоко. Гордая доверием господина к ее таланту, мастерица работала над заказом без устали. Пока она травила и полировала металл, ее верный пес Грифон оставался с ней днем и ночью. Дни сменялись неделями, и мастерица в стремлении выполнить заказ начала забывать про сон и пищу. А если ее охватывало отчаяние, верный Грифон всегда был рядом, чтобы подбодрить дружелюбным тычком мокрого носа или лизнуть. Однажды мастерица отвела взгляд от работы и обнаружила, что верный пес лежит у ее ног, холодный и окоченевший. Ее сердце было разбито. Мастерица решила увековечить пса на оружии, в которое вложила сердце и душу. Она придала яблоку форму головы Грифона, и с тех пор ее утешала мысль о том, что теперь у лорда тоже всегда будет рядом верный товарищ. Так, ну вы знаете, что у нас у Алота? Как раз у нас Алот, сабля. Сравнить. Почему сравнивать с обычным мечом, если нам нужно сравнивать с саблей? Так. Меньше, меньше, все меньше. Кстати, смотрите, у нас получается он все это время с мечом ходил. Так, а здесь арбалет, и, наверное, у нас, ребята, есть с вами какой-то хороший арбалет. Или мы его продали уже. Или мы не находили арбалет. Самострел есть еще. Самострел дольше перезаряжается, к сожалению. Ладно. Я думаю, может переиграть этот бой, может быть получится ее спасти. Давайте попробуем ради интереса. Только давайте сначала сохранимся, если это не повлияет ни на что. Так, теперь загрузимся. Может быть, просто за спасение нам что-то будет. Так, давайте тогда сразу сделаем вот так. Побежали сюда. Убивать вот этого скульптора. Так, отлично. Так, они тут давайте разместятся уже в конце концов. Разместились вроде. Так, только помним, что у нас оружие не переключено. Отступаем назад. Блокируем атаки. Блокируем атаки. Так, убиваем этого червя прежде всего. Ой, нет, 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 нет. Так, и продолжаем пытаться ее лечить. В порядке, отлично. Так. Фаербольщиком запендюрим, как думаете? Запендюрим фаербольщиком.
А чё ж ты стоишь-то там? Ну чего ж ты там стоишь-то? Выходи оттуда. Ну, сейчас я подозреваю, что я сейчас в попытках ее спасти. Просто потеряю всех своих ребят. А, она почему-то с нами дерется, видите? А, потому что она зашла в нашу стену, что ли? Так, ладно, пробуем еще разок. Ну, прям интересно. Ой, нет, не то сохранение. Прям интересно стало. Получится ли у нас ее спасти? Так, во-первых, раз. Во-вторых, раз, два. В-третьих, три. Так, она жива еще? Не понимаю. Нет уже, что ли, да? Она же мертвая. Ладно, еще разочек. Так, она в крови снова. Давайте еще разочек ее подлечим. Ну и не только ее, конечно. Так, она пока в порядке. Ну, снова в крови. Так, давайте сюда это дело. Так, из-за этого мы потеряли одного нашего бойца. Так, она еще жива или снова умерла? Да что такое? Сколько ж ты будешь умирать? А, нет, в порядке.
Так, ну сейчас мы ее спасли. Ладно. Надеюсь, за это нам что-то изменится у нас. Облаченная в одеяние рапару девушка тяжело дышит. Ее украшают несколько ссадин и синяков, но в остальном она цела. Пот мешается с кровью на ее разбитом лбу. Наконец, успокоившись, она опускает меч, которым размахивала, и тот втыкается в грязь. Рукоять оружия выполнена в виде собачьей головы. Спасибо, незнакомец. Вряд ли бы я справилась без тебя. Куси улыбается, и глаза ее поблескивают в полумраке. Что ты тут делаешь? Скульдеры неделями здесь охотились. Забирали слабых детей, стариков, больных. Всех, кто не способен защитить себя. Она пинает одно из тел. Может и глупо, но я не могла просто позволить этому продолжаться. А рад, что смог помочь. Мы оба. Теперь, когда эти твари порублены на кусочки, в глотке станет поспокойней. Неплохой у тебя меч. Нравится? Она ухмыляется. Отец подарил. Сказала, что однажды я буду защищать архипелаг с этим оружием в руках. Кажется, этот меч обладает волшебными свойствами. Ты не ошибаешься. Я в этом ничего не понимаю, но, кажется, скульдеры были сбиты с толку. Возможно, это и спасло мне жизнь. Это семейная реликвия? Не совсем. Его нашел и принес домой отец. Говорил, что взял его у какого-то дирвудского пирата с собакой по кличке Грифон, но зачастую папины рассказы были излишне приукрашены. Она улыбается, но в взгляде ее сквозит печаль. Как по мне, ты вполне успешно справлялась, я лишь помог довершить начатое. Сомневаюсь, но спасибо на добром слове, смеется она. Как бы там ни было, он должен принадлежать тебе. Ты можешь еще много пользы принести с его помощью. Она наклоняется, оттирает клинок от крови и убирает меч в ножны, прежде чем протянуть его вам. Благодарю, я найду достойное применение этому клинку. Нет, спасибо, что появился вовремя, и особенно за то, что помог, склоняет голову она. Когда вы принимаете меч, девушка отступает назад. Я искренне ценю твою помощь. Мало кто в Никитаке придет на помощь даже соседу. Но теперь мне нужно вернуться к маме. Она кривится, глядя на труп скульптора. Думаю, мне не стоит пытаться опускать скульптора на мясо, задумчиво произносит она. Вот, ребята, такая неожиданная штука, да? То есть, фактически понятно, что это ничего нам особо не дало. Мы этот меч могли забрать просто с трупа, да? Но, тем не менее, видите, мы спасли одну девочку. Она будет с нами еще говорить, интересно? Еще раз спасибо, не будет. Ну ладно. Так, а куда мы направлялись? Мы направлялись на возвышенность Перики, по-моему. Или нет? Вообще я люблю вот такие моменты, то есть когда там какие-то незаскриптованные, скажем, да, сцены происходят, ведь этот скульптор там мог, например, ее убивать, мы просто могли находить на ее трупе меч, читать его историю и все, да, но здесь мы поступили немножко другим образом, и нас вознаградили небольшим разговором. Очень круто, когда такое есть в игре. Так, возвышенность Перики. О, так мы здесь, ребята, с вами не были. Короче, похоже, что мы задержимся еще на серию, по крайней мере. Мы нашли собаку Хрипун. 5 обычных попаданий противника становятся легкими. Ну что ж, это довольно обширная локация. Одеяние Йолфа, гильдия заклинателей воды, поместье Аркемира, темный буфет, экзотические растения Куицтли, литейные морихи. Забавный фонарь, озвучь свою цену.
Сияющая баня. Пастенага, ну уж теперь ты точно влез не в свое дело. Это кому? Адольф Энтере, ты в сияющую баню? Возможно, а что? Видишь ли, я оставил там свою сумку. Мой корабль покинет Никитаку с первым же высоким приливом. Если я не найду свою сумку, Касита наверняка выбросит меня за борт. Мерла, я и плавать-то не умею. Его лицо искажает ужас. Я бы сам сходил, но, стража, без Касита меня туда не пустят. Они думают, я вор. Он смотрит на собственные ноги, взволнованно ломая руки. А почему ты не попросишь сходить за сумкой свою Каситу? Не хочется, чтобы она узнала, какой я бестолковый. Он бросает короткий взгляд куда-то в сторону, словно в поисках чего-то или кого-то, кто находится в самой границе его поля зрения. Понимаю. Я могу тебя выручить. Джеларде, ты серьезно? Аграчима, Аграчима, я у тебя в долгу. Он на секунду забывает о своих печалях и радостно улыбается, широко раскрыв глаза. Только еще одно, Мадиччо. Как я мог забыть? Он дергает ворот рубахи, как будто его мучает жара. Если это возможно, пожалуйста, не открывай сумку. Ее содержимое, эти сведения... Он пытается подобрать нужное слово. Деликатного характера. Понимаешь? Клянусь честью, что не буду открывать твою сумку. Я очень тебе благодарен. Он обхватывает ваши ладони. Когда найдешь сумку, встретимся у лоточного канала на причале Королевы, хорошо? Так. Мы получили это задание? Запечатанная судьба? Да. Ну, мы не будем, конечно, открывать сумку, ребят. Мы все-таки паладина отыгрываем в этой игре. Да, кстати, раз переключить оружие, здесь уже переключено, здесь все нормально, здесь все нормально, ну и здесь у нас понятно, что стоит. Хорошо. Так, восприятие, кстати. Подождите, рыжий демон, восприятие, и здесь тоже восприятие. У нас... Ну, кстати, откуда берется восприятие? Улучшает точность реакции при защите. Кроме того, восприятие характеризует чувствительность персонажа, а также инстинктивную способность подмечать детали, например, ловушки и спрятанные предметы. Так. Восприятие 11. Оно главная характеристика у нас. Все. Теперь понятно, откуда берется восприятие. Так, экзотические растения. Темный буфет. Очень интересное заведение. Кстати, по-моему, этих изначально не было на карте, да, мест? Эмайта. Не хочется утолить жажду, поднимаясь в гору. Эмайта кивает на повозку, нагруженную бочонками. И что ты предлагаешь? Легкая выпивка, все такое. Никто по эту сторону от вершины не будет ругать тебя за маленькую слабость, улыбается она. Только между нами. Если кто-то выпьет немного, то начинает легче тратить деньги. Очень полезно для моего дела. Покажи, что у тебя есть. Минус 5% скидка на предметы. Вообще, ребята, знаете, я тут подумал, сейчас расскажу. Ты не имела никакого права вмешиваться в дела Раотай. Культура Уана — это вообще не ваше дело, деловые вы наши. Вот, и они тут жестами показывают, что Эдда решил покурить.
Так вот, мне очень напоминает Никитака Baldur's Gate, ребят. Вот не знаю. Или Baldur's Gate, или вот город в Амме, да, во второй части. То есть вот он такой прямо обширный, большой, да, кажется, что это является центр карты, но я надеюсь, что это не так, что это только первый город встречный нами. Да плевать, я хотела на вашу туземную гордость. И, спорим, Аркемиру на нее тоже начхать. А у Мао упирает кулаки в бока. Ее суровые черты складываются в маску непоколебимости. Если вот так Варуатай понимают дипломатию, у вашей Хазануи очень большие проблемы. Заметив вас, более спокойная и сдержанная Луана поворачивается к вам и улыбается. Если тебе нужен Аркемир, то надо было раньше приходить. Он ушел по каким-то магическим делам. А что у вас за конфликт? Нам с Тумарой кое-что нужно от Аркемира, но наша сила убеждения оставляет желать лучшего. Аркемир раздобыл табличку с эпосом Уана, так называемым сказанием Харапа. Я пришла за табличкой от лица Рауатай. Не успели мы начать переговоры, как сюда явилась вот эта коза, она указывает на Нитехе. Сказание Харапа принадлежит Уана. Королева попросила меня напомнить вам об этом. Не подвергшийся изменениям древний текст – редкая удача для Уана. Экера, мало кто из чужаков способен понять, как много такая находка значила бы для нашего народа. Тумара, опять эти сказки про культурную ценность. Эта табличка нужна нам обеим по одной и той же причине. Стоп, табличка нужна вам обеим по какой-то третьей причине? Обе умолкают и неловко прячут глаза. Некоторые вещи должны оставаться тайной. Ты забыла добавить «пока я здесь». Экера, не буду этого отрицать. Кто такой Аркемир? Аркемир – известный на весь мир маг. Созданные им заклинания в основном нацелены на иллюзии и боль. Состояние, которое он особенно выделял в своей жизни и философии. За годы он принял несколько десятков учеников, но никто из них не смог закончить обучение, чему Аркемир был очень рад. Ученики покинули его, не выдержав жестокого и несправедливого обращения. Живет маг в Никитаке у возвышенности Перики, где у него имеется волшебная лавка «Темный буфет». Кто такой Аркемир? Волшебник и весьма одаренный. Его конек – проклятие иллюзий. Аркемир с ученицей открыли темный буфет. Это местная волшебная лавка. Откуда у Аркемира эта табличка? Как я понимаю, он связался с кладоискателями на черном рынке. Сомневаюсь, что это побеспокоит королеву. Она слишком занята незваными гостями, явившимся прямо нам на порог. Кто-нибудь знает, куда он ушел? Вполне возможно, что Аркемир распевает каики с какими-нибудь мертвыми королями. Если он не хочет, чтобы его нашли, найти его невозможно. Что будет дальше? Лично я, пожалуй, отправлюсь во дворец с Змеиным Венце и дам Аркемиру немного поразмыслить. Ну ты... Как будто я не знаю, что ты собираешься забрать эту табличку, и неважно, дом Аркемир или нет. Да вы, островные крысы, свое имя-то с трудом способны накорябать. Куда там великий эпос? Нитехи ошеломленно моргает и разглаживает пару складок на своей форме. Ползи обратно в Латунную цитадель и строй там свои коварные планы, а я посижу на другой стороне острова. Не уходи, я хочу поговорить с Нитехи. Со мной? Лично мне не помешает передышка. Нитехи пристальным взглядом провожает Тумару и со вздохом поворачивается к вам, только убедившись, что та ушла. Мы живем в печальные времена. Нитехи приглашающе раскрывает ладони. Вы уже представляете себе, как достать сказание Харапа? Всегда можно попробовать обратиться к Фесине, ученице Аркемира. Поговаривает, что она от него не в восторге. Нитехи пожимает плечами. Похоже, Аркемира недолюбливают все близкие и знакомые, в том числе и бесы. У меня есть вопрос о табличке. Экера, важность сказания Харапа просто невозможно переоценить. Уана обрели бы ориентир. Или даже... Извини, продолжай. Что для тебя такого важного в этой табличке? Сказание важно для всех, кто называет архипелаг своим домом. Я рассказываю тебе все это только по одной причине. Я знаю, что тебе можно доверять. В сказании должны быть сведения об Укайзу. Разумеется, никаких координат там не будет, но нам пригодятся любые сведения. Для Уана важны истории. Слишком много нашего остается потерянным. Что сказание может сообщить об Уане? Сюжет расскажет нам о ценностях и взглядах наших предков.
Структура языка и повествования, а также использованные метафоры позволят нам предположить время создания этого произведения. Она касается нижней губы и смотрит куда-то вдаль. Мы могли бы даже... Что-то я увлеклась, верно? Экера, я люблю поговорить. Ты знала что-нибудь о сказании до того, как она попала в руки к Аркемиру? Экера, я читала записи Ракуа, путешественницы, которая обнаружила табличку на одном отдаленном острове лет 20 тому назад. К несчастью, сама Ракуа пропала без вести. Ее записки мы отыскали среди развалин разрушенного корабля. Почему королевская компания Архипелага так интересуется этой табличкой? Они уверены, что табличка... Нетехи обрывает саму себя и продолжает, взвешивая каждое слово. Ну, путь на Укайзо. Она вздыхает и недоверчиво смотрит на вас. Экера, остров описан только в легендах, но это не помешает никому из нас объявить его своим. Пока это все. Экера всегда рада помочь. Так, ребят. Хранилище Верховного Мага. Найдите способ проникнуть в поместье Аркемира. Вот, и оно на 2 уровня выше нас. Пока, наверное, мы делать его не будем, но запомним. И, кстати, мы еще семейную гордость с вами не делали, но она тоже на уровень выше нас. Так, а еще вот запечатанная судьба — это задача. Угу, хорошо. Жюль. Восприятие +1. Мой настоящий дом море, а не вонючая гора. Дурак бестолковый. Отличное имя. На пьедестале статуя надпись: Перики, первая из глав гильдии заклинателей вод. Она смотрит надменно и горделиво. Чего тебе? Бес отшатывается от вас с резким шипением. Что ты тут делаешь? Аркемир не выпускает дурака бестолкового после того, как бестолковый дурак испачкал говном ту дурацкую табличку. Но Аркемира нет дома. На угловатом лице беса появляется коварная ухмылка. Так что дурак бестолковый смотрит на приплывающие корабли, смотрит на вкусных чаек. Он смотрит на океан и вздыхает. Как мне попасть в поместье Аркемира? Через балкон, тебе только крылья понадобятся. Бес преувеличенно громко хлопает крыльями, указывая на крышу соседнего особняка. Двери для ходячего мяса. Тебя зовут Дурак Бестолковый? Так сказал Аркемир. Назвал меня, но Дурак Бестолковый не понимает. Дурак Бестолковый ковыряется пальцем в ухе. Кажется, он хотел тебя оскорбить. Правда? Дурак Бестолковый спросит у вонючей ноги или котиного запаха. Хочешь пойти ко мне на службу? Будешь плавать на корабле и есть чаек. Непокорный ждет тебя. Бес смотрит на вас глазами размером с блюдце. Он подлетает ближе, чтобы шепнуть что-то вам на ухо. А часто ты бьешь своих матросов? Шепот ему не удается, и у вас закладывает уши. Я их пальцем не трогаю, пока не трогал. Не бьешь? Совсем? Он моргает, пытаясь осмыслить ваши слова. Я поступаю к тебе на службу? Я поступаю к тебе на службу! Бес радостно описывает круги в воздухе. Он указывает на причал королевы, где стоит непокорный, и облизывается. Вокруг корабля летает стая чаек. Но теперь у нас есть на корабле бес. Вот. Получено достижение на все руки. Пару мастеровой. Если ты из тех, кто знает заклинания, то стоит заглянуть в темный буфет. Этот бес теперь в твоей команде? Отвратительно. Я еще не видел, чтобы Арухи так суетился. Как думаешь, гигант из Адры не может заявиться сюда? Молюсь Кахопхе, чтобы этого не случилось. Да чем вам бес-то не нравится? Пускай будет у меня бес.
Мы рады любым расам. Правильно? Такс. Ну что ж, давайте зайдем тогда в сияющую баню сначала. Вот, попробуем помочь выполнить задачу, да, сразу. Так, а это что за бесы тут делают? Чего они тут стоят? Темный буфет на западной стороне. Бес верещит и показывает на лавку на запад. Так, вот, судя по всему, где-то вот здесь. Так. Похоже, действительно баня. Ганор. Вас приветствует высокий невозмутимый мужчина. Во лбу у него тускло мерцает полумесяц. Вблизи видно, как искусно пошиты его украшенные опалами одежды, как безупречно они чисты. Наряд мужчины просто кричит о тщеславии. Добро пожаловать, добро пожаловать. Я Ганор, хозяин и владелец сияющей бани. Если я могу что-то сделать, чтобы твой визит стал еще приятнее, только скажи. Он сцепляет руки в замок и кланяется, а в уголках его губ у него рождается игривая улыбка. Ты знаешь мальчика по имени Дегнес? Слугу Гаситы Аветы? Этого назойливого? Да, всего несколько дней он был здесь. Сопровождал Авету. Ганор возводит очи горя и безнадежно машет рукой. Щенок попытался пробраться в один из номеров, а когда его застукали, рассказал мне какую-то нелепую жалобную историю. Я велел охране выкинуть его на улицу. Он улыбается, весьма довольный собой. Что у тебя есть на продажу? Так, это получается таверна. Переобучение уже стоит больше ощутимо денег. Отлично. Вполне себе такая баня. Ты уже окунулся в бассейн? Икера, вода в нем напитывает все могущество мертвых. Ты что-то нагоняешь жути, друг мой, Адру. Адру, который использует Ганор, благословили боги, и это их благословение придает тебе силу. Урвина. Надеюсь, мы провели в банях еще не слишком много времени. Молодая женщина глядит на вас, озабоченно нахмурившись. Все хорошо, я здесь не работаю. Понятно. Спасибо, что разъяснил. Тогда желаем хорошо отдохнуть. Ее спутница чуть наклоняет голову, делая вам знак удалиться. Что привело тебя в баню? Я помогаю Урвине понести. Она приехала сюда из самого Дирвуда, и я обещала ей, что домой она вернется с малышом на руках. Сейн улыбается спутнице. После того, как появились пусторожденные, я решила, что мой ребенок не родится в этих проклятых землях. А это место настоящее чудо. Каждый день я выхожу из купалин обновленный, и мой первый ребенок будет крепким, как кадровый столб. Она смотрит на Сейну с благодарной улыбкой. Не думаю, что такой результат можно гарантировать. Это правда? Она глядит на Сейну и моргает. Не слушай его. Сияющая Адра — основа жизни на архипелаге Мертвого Огня. Она зародит жизнь в тебе. Она кладет руку на плечо Урвини и сердитым взглядом предлагает вам удалиться. Ну, блин, я правду сказал. Вы хотели. Амрео. Ты первый раз в банях? Старик закидывает руки за голову и зевает, демонстрируя вам свой увлажненный торс. Я еще не заходил в воду. О, стоит дорого, но удовольствие того стоит. Пусть у меня кожа и кости вышедшего в отставку пугала, но эта вода возвращает молодость. Там, где это важно. Он глядит на вас из-под опущенных бровей и начинает раздвигать колени.
уж нет, немедленно прекрати. А, неважно. Я не дам этой энергии пропасть. Он нахмуривает брови и изучает других посетительниц. Интересно, а почему это он на нас осмотрелся тогда? Управляющий. Стоимость посещения наших уникальных бань — 1000 медных монет за сеанс. Распорядитель скрещивает руки на груди и улыбается. В его взгляде видится приглашение и одновременно предупреждение. Чего так дорого? Разумный вопрос. Он встает во весь рост и складывает руки за спиной. В воду в нашей купальне добавляется вручную обработанная сияющая адра, помогающая сбалансировать гуморы в организме. Но из-за удивительных свойств сияющей адры на ее закупку и обслуживание купалин требуются немалые средства. Если интересно, Ганор с удовольствием расскажет тебе подробности. Он что-то вроде алхимика-любителя и, конечно же, удивительно талантливый и прозорливый делец. Ну да, конечно, в следующий раз ты скажешь, что сияющая адра дарует купальщикам вечную жизнь. Хорошо бы, если так. Тогда Ганор станет зарабатывать еще больше, а я, может быть, получу прибавку, верно? Распорядитель дружелюбно смеется. А когда это такие дельцы вроде Ганора делились своей наживой, дипломатией, знанием улиц? А ты мне нравишься. Думается мне, мы на многое глядим одинаково. Он усмехается. Ты меня повеселил, так что я сделаю для тебя небольшую скидку. С тебя 900 монет. Пока не нужна нам скидка. В своей водной тюрьме от стенки к стенке плавает редкая, ярко окрашенная рыбка. Ты только посмотри, да это же маленький океан. Вот бы нам такое на корабль. Хе-хе. Ну да. Так, ну я так понимаю, что нам нужно на верхний этаж идти за сумкой. Очень необычное, конечно, место. Так. Арендатор сияющей бани. Лохмотья, противоядие, раковина азарта. Что делаешь? А ну убирайся. Сумка Дегнаса. Обычно потрепанная сумка. Вряд ли в ней есть что-то ценное. Так, кражи ж не будет? Да нет, вроде бы. Медный фаер. Зелье безжалостного взгляда. Эффекты 15 обычных попаданий становятся критическими. Я бы взял его даже в личные предметы главного персонажа. Порванная мантия. Там еще котельная внизу есть. Работник сияющей бани. Подумать только, ведь когда-то мне нравился запах адры, а теперь я его терпеть не могу. Капли влаги катятся по нагретой медной поверхности, оставляя в воздухе аромат переработанной адры. Смотрите-ка. Трещина в стене достаточно широка, чтобы в нее боком мог протиснуться Аумауа. Чем глубже, тем шире становится проход. Протиснуться в трещину. Может быть, таким образом попадем в поместье этого мага? Ну, конечно же, вообще, так-то без поместья какого-то волшебника в этой игре просто можно было не создавать эту игру, если бы не делать или башню какого-то безумного мага. Ну, вот, собственно, мы и здесь.
Как я и думал. Ну ладно. Кажется, эту стену недавно чинили. В ней много новых камней, их стесывали, чтобы они подошли по размеру. Чтобы преодолеть это препятствие, понадобятся или инструменты, или значительная сила. Осмотреть каменную стену. Стена кажется крепкой и надежной, хотя можно справиться и с ней, если вооружиться молотом и зубилом. Молоток и зубило. Вырубить кладочный раствор зубила. Терпеливо работая, вы умудряетесь разобрать недавно уложенные на место камни и проделать удобный проход. Последний из камней падает со своего места. Вы замечаете лопнувший металлический провод. Где-то в особняке раздается звон колокольчиков и завывание рога, которое постепенно стихает, заменяясь хихиканьем, приближающимся к вам. Сару Зихар. 1500 меди Моргенштерн. Капли яда, шанс нанести цели постепенно разъедающий урон при попадании. Когда Айдир вторгся в Эйр-Клонфат, отряд вольничных налетчиков выкрал это оружие из ингвитанских руин. Ходили слухи, что при дворе Ферконинга за такие артефакты можно выручить хорошенькую сумму, и разбойники надеялись, что по возвращении в Империю Моргенштерн принесет им богатство. К несчастью, их перехватили разведчики гланфатанских клыков, которые немедленно объявили негодяев виновными в осквернении святыни. Доказательств преступления было предостаточно, и приговор был ясен – смерть. В исполнение его привели на окраине руин, а в качестве орудия возмездия клыки использовали тот самый Моргенштерн. Тела айдирцев так и остались на месте казни, отпугивая других осквернителей. Так, ну здесь разные книги. Последняя запись в дневнике Джонаса. «Сын мой, завтра я стану чучелом. Завтра я стану воплощением Скейна на Эоре. Завтра мой хозяин удавит со своим хлыстом. Уже несколько месяцев мы встречаемся на тайных собраниях и планируем кончину нашего хозяина, и при этом работаем на полях так, будто наши сердца спокойны. Скейн учит нас планировать разумом, сохраняя бесстрастное, непроницаемое выражение лица. Честные бои подходят тем, у кого есть армии. Безмолвный раб – это наш точильный камень, то, что задает нам цель. В поклонении ему наше тело становится целенаправленным, ясным и возможным. Завтра мой хозяин удавится своим хлыстом. К тому времени, как ты это прочитаешь, я уже буду мертв. Молю Скейна о том, чтобы он не покинул меня из-за того, что я говорю о своем плане. Мой сын заслуживает знать, как умер его отец. Ибо я добровольно решил стать чучелом. Скейн заселит мое тело, использует простую плоть старого фермера в роли куклы божественного гнева. Меня побрили и умастили, а завтра утром я останусь твоим отцом только по имени. Мое мужское достоинство отрежут, мой нос и уши отрежут, а мои бесполезные глаза смертного заменят на кремниевые камни, через которые Скейн увидит мир. Сын мой, прости меня за ложь, которую я тебе рассказывал последние несколько сезонов, но Скейн требует скрытности. Даже твоя мать ничего не знает о моей тайной службе безмолвному рабу. Проклинай мое имя, если того хочешь, но не плачь по мне, ибо я умираю, чтобы сделать наше общество лучше, стереть порочность нашего хозяина с лица Эора. Завтра мой хозяин удавится своим хлыстом, ибо завтра я стану чучелом. Послание оккультной руки. Дорогой брат или ты сестра, надеюсь, это письмо застанет тебя в здравии. Намедни мужчина бандитской наружности ворвался в мою библиотеку и потребовал помочь ему найти книгу по изготовлению аркебузы. Я решил, что послужу Вайлю должным образом, направив этого мужчину к талантливой рукописи по теме вырезания игрушечных солдатиков и прочего крошечного реквизита. Когда он оказался не в восторге от моего решения, я пожал плечами и произнес, что есть ответ без вопроса. Он не посчитал мою находчивую риторику ни полезной, ни занимательной и выбил мне 2 зуба. Надеюсь, твое лето было менее бурным, чем мое. Перейду к более важным событиям. Моя ученица утверждает, что недавно увидела безглазое лицо во сне.
Признаюсь, я так сильно ей завидовал, что сначала не хотел в это даже верить. Да простит меня Вайли за такую ошибку в суждении. Она описала безликого Аумауа ярко-синего оттенка, вокруг которого кружит рой глаз, и все они разные. Она говорит, что Вайль проигнорировал ее вопросы, и она не может конкретно вспомнить, что было сказано. Вообще, похоже, что моя ученица много забыла из того, что произошло до того, как он ей явился. Она не могла сказать мне ни то, где она выросла, ни назвать свое любимое блюдо. Сначала я так завидовал ей, что она увидела Вайля собственными глазами, но, похоже, Вайль посетил ее для того, чтобы утаить, а не просветлить. Молюсь, чтобы она выдержала это испытание верой и могла вспоминать это событие с чувством восхищения тайной. Что есть ответ без вопроса? На прошлой неделе я думал, что ответ – невежество, но после посещения Вайля я думаю, что дорога без длины, ближе к правильному ответу. Боюсь, что моя ученица будет вспоминать посещение Вайля с чувством, что ее обманули, украли какой-то момент ясности, который, как мы все думали, преступление в наши ряды, мы должны были испытать. Я пытался ей объяснить, что ей повезло, но она слишком молода, чтобы понять. Что есть ответ без вопроса? Пусть я умру, а душу мою рассеет ветра, прежде чем кто-то будет знать это точно. Так, мемуары повитухи. Ну, короче, заберем все эти книжки, пускай будут. Культ алой жатвы, бесчисленные ловушки на пути дрессировщика бесов. Так, еще. И свиток малого исцеления. Пальмовые пластинки. Кажется, ребята, я кого-то слышу. Точно. Бес. Так, ну я думаю, ребят, что будем исследовать мы это поместье уже, наверное, в следующей части. Вот, потому что время уже, к сожалению, подошло к концу, чтобы просто, опять же, не прерываться где-то на середине. Вот, мы закончим, в следующей части уже продолжим. Конечно, неожиданно мы сюда пришли, я, конечно, думал, что мы можем походить там, поговорить с кем-то, да, но раз уж пришли, значит, будем исследовать. Ну а на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, делитесь видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующей серии.